Всех приветствую с пожеланием здоровья и сил, хорошего настроения. Сегодня у нас занятие четверга, и мы укрепляем энергию металла. А к металлу в нашем теле относятся легкий и толстый кишечник. Представляете, как здорово, когда так много вирусных инфекций, укрепить легкие. И эти упражнения можно выполнить каждодневно. Они не займут много времени. Первое. Вы поможете легким окрепнуть и не заболеть, убрать все застойные какие-то явления, которые там скапливаются. Вы поможете, если, не дай бог, заболели, конечно, обращаемся к врачу, но цигун не противоречит, сочетается с медицинским лечением, приемом лекарств и укреплением легких. Причем можно заниматься лежа, сидя, помогать себе быстрее поправиться. И, конечно, огромную роль цигун играет в реабилитации после коронавирусных инфекций. У меня многие занимающиеся, которые пришли именно после того, как переболели коронавирусом, полностью восстановились. Я обожаю эти упражнения, они непростые, я их очень люблю, все время их делаю. Начинаем. У нас же будет цигун-терапия белым цветом, потому что легким соответствует белый цвет. И он универсальный. Я его использую в любых ситуациях. И он вмещает все цвета радуги. А легкие еще добавлю. Владеют защитной силой, поэтому важно их укреплять. Они как шатер над всеми органами. И неблагополучие любого внутреннего органа влияет на легкие. Легкие командуют вдохом и выдохом. И вот здесь насильственно нельзя дышать. Древние митики считали, что мы ослабим сердце. Нельзя вот ни с того ни с сего, если не в порядке легкие или другие органы, насильственно дышать. Дышим естественно, всегда в цигун. Цигун – естественная система, делаем все, как нам по силам, усилия без усилий. И при этом мы укрепляем мышцы и кости, несмотря на плавные спокойные движения. И дыхание – наш внутренний ритм. А ритм в природе меняет день и ночь, времена года. Это великая сила. Как же можно вдруг влиять на ритм? Он идет естественно. И укрепляя весь организм в целом, мы естественно укрепим дыхание. И сегодня я вам расскажу совершенно простое упражнение, как его укрепить и как укрепить легкие. Итак, мы выходим в простор, к вечным образам природы, к небу и к земле. И мы входим, это помогает войти в поток энергии, как же без потока. Потом мы должны с вами открыть пальчики рук и ног, чтобы эта энергия, были отверстия, куда эта энергия входит и выталкивает мутное и больное, наполняя тело застойное, чтобы ничего не осталось в теле, где могут поселиться вирусы. Успокаиваемся, расслабляемся, чтобы ничто не мешало беспрепятственному движению энергии. Энергия должна подниматься и опускаться, чтобы шел у нас расцветающий круг энергии, все расцветало в теле. Вот совсем несложные моменты, которые помогут, несмотря на простоту упражнений, получить высокий оздоровительный эффект. И мы все это сделаем с вами в процессе укрепления легких. Еще мы укрепим позвоночник, улучшим пищеварение, дыхание, увеличим внутренний объем, расправив грудь, чтобы много энергии туда входило. И укрепим меридианы легких, это большие пальчики, толстого кишечника, поэтому массаж этих пальчиков очень полезен от основания к ноготку. Можно просто вот самостоятельно каждый день помассировать эти пальчики и точечках иглу, пересечение этих пальчиков. Видите, как связаны легкие, отдают энергию в толстый кишечник. Вот как все связано с легкими, а по движению большого круга энергии легким отдает энергию печень, поэтому здоровье тоже важно для укрепления легких. Вот так у нас все связано. Над головой небо и под ногами земля.
Мы успокаиваемся, расслабляемся, клеточки тела, ни о чем не думаем, наполняем голову хорошим настроением. И вот здесь мое любимое упражнение. Послушаем свое естественное дыхание, как бы вы ни дышали, как воздух входит и выходит. Вы слушаете свое дыхание минутку, 2, 3. А я поясню, как это упражнение важно. Где внимание, туда идет энергия. Вы уже укрепляете дыхание, легкие, вы успокаиваетесь, голова ни о чем не думает, внимание направлено на дыхание. Поможет это упражнение расслабиться и успокоиться. Я его очень люблю, оно очень много дает. Попробуйте его выполнять иногда самостоятельно. Только не дышите насильственно. Вы успокоились, и мы включаем пальчики рук и ног, расцветающий круг энергии, и выполняем вращение плечами и бедрами. И это корни рук. И вот здесь проходят линии легких и линии сердца, ритмы сердца. Мы вот укрепляем и легкие, и грудной отдел позвоночника, сам позвоночник. Потом перейдем к пищеварению, к укреплению внутренней силы. Это наша основа, вот этот центр внизу живота. Здесь живет наша энергия, у нее же должен быть какой-то домик. И здесь она собирается, накапливается и прорастает по телу, даря силы, отапливая тело. И медленно, широкой амплитудой вращаем плечики, и энергия уже идет и к ножкам, к пальчикам ног, включаются пальчики. Изгибаем чуть-чуть позвоночник латинской буквы «С». Какое расслабление! Вы в пространстве между небом и землей, в потоке энергии. Утренний, нежгучее солнышко греет нас своими лучами. Мы зачерпываем воду, помещаем ее на низ животика, наклоняемся, энергию воды. Центр силы – это энергия воды, можно поставить ноги пошире. И вращаем широкой амплитудой бедрами. Успокаиваемся. И все укрепим. Все хорошо себя чувствуем. Все недомогания проходят. В другую сторону. Покой. Расслабление. И еще кружочек. Вот мы включили пальчики, позвоночник, расправили грудку, энергия входит в наше тело, и движется расцветающий круг энергии, все расцветает, что дано природой. Покачиваем плечиками, бедрами назад, зависаем на пару секунд, вниз. Животик втянут, идет массаж животика, укрепляются мышцы животика. Очень тоже богатое упражнение. Расправляется грудка, улучшается дыхание. В грудке свободнее, дышим легче. Почувствуйте, как легче идет наше дыхание, свободнее, естественно, без насилия. Повторю, никому в природе не придет в голову насиловать смену времен года. Все происходит естественно, так и у нас в теле. И покачиваем бедрами, снова мы черпаем воду, ведь восстанавливаем, укрепляем силы, чтобы эти силы у нас были. Очень богатое упражнение по укреплению легких. Покачиваем бедрами, успокаиваемся, расслабляемся еще больше. И переходим к укреплению легких. Это вот у нас большие пальчики, расправляем грудку. Все пальчики замыкаем, расправляем грудь. И вся энергия пойдет в меридиан легких. Увеличиваем его, расширяем, и больше насытим легкие энергией. Свободненько, спокойно. Расправили грудь навстречу утреннему солнышку. Направили в грудку, в косточки лучи утреннего нежгучего солнца, укрепляем огонь. А легким тяжело. Летом они угнетены. Главная энергия — огонь, плавит металл, легкие. И осенью им тоже очень тяжело, потому что они максимально активны. Вот так.
А теперь посчитаем на небе звезды, замкнули все пальчики, оставили линии толстого кишечника. Улучшим пищеварение и всю энергию пустим по этому меридиану. Потянулись к звездам, к самым добрым, достали их пальчиком, параллельно полу наклонились. Замечательно расслабим пальчики. И самое главное упражнение, которое хорошо вы себя чувствуете, не очень, постоянно выполняйте. Вы очень себе поможете укрепить легкие, не заболеть или быстро поправиться без каких-то осложнений. А уже будучи с осложнениями, промывая так себя, вы их все устраните. От неба до земли мы в потоке белого тумана, цигун-терапия белого цвета. Туман космический, чистый, воображаемый, стелющийся не годится. И вот этим туманом держим этот поток в своем воображении, промываем до самых глубин. И легкие, и печень, и все органы, и красный костный мозг. Вот так глубоко мысленно проникаем в тело. Обязательно минимум 3 раза промывайтесь, а можно утром и вечером при плохом самочувствии. Я промываю себя всегда. Мне уже хочется сделать это упражнение. И я не заболела никакими ковидными инфекциями, хотя общалась с ковидными больными, это близкие люди были, помогала им поправиться, убрать осложнения. Вот, поэтому я считаю, мне цигун очень помог, и, видимо, вирусы боятся энергии, и белый туман они очень тоже боятся. И так промываем его в потоке, черпаем его, и глубоко до костного мозга, в пальчики, мысленно можно говорить, уходит застой, болезни, недомогание, все, что болит и беспокоит, покидает тело, с пальчиков стекает. Это важные природные пути, мы их тоже очищаем. И вот это движение, чтобы все-все от головы, от горлышка, от носика, насморки, кашля, от легких ушло вниз в пальчики ног. Очень важный путь, это, я считаю, основной путь для энергии. Он усиливает расцветающий круг энергии, бачок. И ноги наклоняемся параллельно, до пальчиков мысленно, глубоко, глубоко, глубоко до пальчиков. Зависаем на секундочку, чтобы обязательно до пальчиков все дошло, не застряло нигде. Ушло по путям данным природы, нам мудро устроены природой. Поэтому давайте их использовать, запускать. Вот как можно жить, не используя, когда так много нам дано природой. И еще вот так мы попромывали себя. Делаем это со мной. Вам в ручки приходят ваши идеальные легкие. И мы их ставим. И чтобы все удобно село, укрепилось тельце, последнее движение. Белый журавль взмахивает крыльями. И прекрасно укрепляется позвоночник, легкий. Почувствуйте, как вы легче дышите, свободно в грудке. Косвенно укрепляется и сердце, все органы. Вдохнули утро, солнечные жгучие лучики, белый туман. Дышим естественно и выдохнули старость и болезни. До следующей встречи, и мы будем укреплять энергию Земли. Это кости, желудок, поджелудочная. Здравствуйте. Задумайтесь о том, какую роль случайности сыграли в вашей жизни, как они ее изменили. У меня случайности сыграли огромную роль в моей жизни, переменив ее. И жизнь поделилась на 2 части.
до цигун и вместе с цигун. И в цигун я пришла совершенно случайно, поддавшись на уговоры друзей. Я была далека от китайской гимнастики, от каких-то тонкостей, энергии. Я была рациональный человек, любила природу, спорт, это все было. Но я бы сказала, это было формально. Потом я уже поняла, что это формально. Но придя без веры, без желания, удивляясь каким-то необычным движением, я была потрясена, что после первого же занятия произошли чудеса преображения, чудеса исцеления пришли позже, когда я видела, как исцеляются люди на цигун занятиях. Появились новые эмоции, новые краски, новые ощущения. Мир расцвел яркими красками. Это было чудо для меня. И вдруг я услышала себя, стала узнавать себя, тоже чувствовать, понимать, что со мной происходит, что мне надо, что я хочу. И вот так я теперь знаю, появились знания, что цигун не зависит от веры. Я знаю теперь, что если тебе суждено пройти этот путь, то путь найдет тебя. Я же не хотела прийти в цигун. Вот так удивительно эти чудеса продолжаются. Сегодня у нас новое чудо, разминка из движений 5 животных. Эти 5 движений относятся к упражнениям молодости и долголетия, которых где-то 180-200 в архиве древнедаосских упражнений. Поэтому все эти упражнения, которые мы сделаем, укрепляют, растягивают, делают тело гибким, восстанавливают силы, исцеляют. Поэтому давайте приступим к занятию. Стойка на ширине плечиков. И первое упражнение – движение черепахи, шаги черепахи. Представьте себя черепахой, медленно впитываем ее эликсир долголетия. Прекрасно восстанавливается кровообращение ног. Все, у кого вены на ножках, нарушено кровообращение рук, позвоночник. Вот все участвует гармонично в этих удивительных движениях. Все делаем, как нам по силам, все делаем спокойно. Напомню, что мы спокойны и расслаблены. Покой и расслабление, тем более невозмутимый покой черепахи. Ручки отдыхают с другой ноги. Нервы успокоились, ножки теплеют, ладошечки тоже теплеют. Восстанавливается энергетическая система. Второе движение я очень люблю. Тигр вращает шар. Шар представим белым, и потом его возьмем от основания шеи до основания ног. Лучше встать вот так. Больше будет растягиваться позвоночник. И мысленно представим белый шар. Скользим по нему ладонями. Лопаточки здесь назад. Параллельно полу постарайтесь наклониться, но как вам по силам, как позволяет гибкость. Можно сделать все, сидя на стуле. И последнее движение. Поменяем ногу, а шар возьмем в себя. Большой белый шар. С другой ноги. Следующее у нас движение с вами будет. Журавль стоит на одной ноге. Это очень богатое упражнение. Оно обязательно омолаживает. Ногу поднимайте, как вам комфортно. Секунды 3 постойте. Можете пока подержаться.
улучшится осанка, особенно у кого нарушено кровообращение головы, головокружение полезно. Вы перестанете падать, что очень важно, потому что падения могут привести к неприятным недомоганиям. Мне это упражнение очень помогло, и оно еще омолаживает. Позвоночник укрепляется, очень богатое движение. И в разных вариантах оно присутствует во многих древнекитайских комплексах. Ногу можете высоко не поднимать. Я очень люблю это упражнение, и каждое утро стараюсь его включить в ту или иную разминку. Следующее движение золотые рыбки плавают в пруду. Рисуем восьмерки или знак бесконечности. Большие кружочки. Отклоняемся. Дыхание естественное. Не думаем, дышим, как дышится. Если мы будем думать, как мы дышим, куда повернуться, то мы не будем спокойны и расслаблены. Дыхание потихонечку окрепнет и само будет попадать в такт простым движением. И извиваемся подобно змее. Латинской буквой «С» изгибаем спинку. Мысленно до пальчиков ног касаемся пальчиками рук. Я думаю, что у вас потеплели стопы, кисти, голова успокоилась, тело еще больше расслабилось. Спинка гибкая, осанка улучшилась. Покой, расслабление. А сейчас я не буду повторяться, это есть в наших разминках. Примем душ и реальной водой смоем в пальчики рук и в пальчики ног. Все ненужное, замусоренное, застойное, недомогание. Душ может быть прохладным, если жарко, теплым, если вам не жарко. И омойте тело по природным путям, удалите через пальчики все ненужное. Живем долго, без болезней старости, прекрасно себя чувствуем. До следующих встреч!